Создатели нежного Yves Saint Laurent Libre Intense вдохновлялись брутальной классикой мужской парфюмерии. Звучит как сильное преувеличение, но это тот самый случай, когда оригинальность приводит к успеху. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель. И сегодня мы обсудим, как ассоциирующийся с мужским уходом запах парикмахерской был полностью переосмыслен. Чтобы по-настоящему понять эти изменения, нам нужно вернуться в 1882 год, когда парфюмер Поль Парке создал аромат под названием Fougère Royale. Название переводится как «королевский папоротник», но пах он не папоротником, а формировал ольфакторную картину прохладной, влажной лесной почвы. Для этого Парке создал революционное сочетание, которое стало краеугольным камнем мужской парфюмерии – фужер. Классическая структура фужерного аромата строится на сочетании яркой, свежей до резкости лаванды с землистым горьковатым дубовым мхом и кумарином, синтетической молекулой, которая добавляет сладость, напоминающую одновременно сено, миндаль и ваниль. Вместе они создавали запах ухоженного мужчины, свежий и чистый, но в то же время мощный и брутальный. Таким образом, перед мастерами-парфюмерами Ан Флиппо и Карлосом Бенаемом стояла сложнейшая задача превратить маскулинность фужера в символ выражения женской силы и независимости. В ходе работы над этим проектом знакомый рецепт был полностью деконструирован и перестроен. Этот подход соответствовал стилю дома Yves Saint Laurent, бренда, который построил свое наследие на размывании границ с помощью таких икон, как Le Smoking, женский смокинг. Libre Intense задумывался как ольфакторная версия этого переосмысленного культового костюма, изначально элемента мужского гардероба. Официально процесс создания растянулся на 7 лет, в ходе которых было протестировано более 1500 различных вариантов, прежде чем была выбрана окончательная формула, в которой строгая ароматическая основа фужера сливалась с чувственной теплотой цветочного аромата. Это стало возможным благодаря 3 ключевым особенностям. Во-первых, как усмирить лаванду. В классическом подходе резкость лаванды – главный элемент, придающий свежесть и бодрящий эффект. Чтобы его смягчить, выбран особый сорт Diva Lavender из Прованса, Франция, обладающий скорее белоцветочным, чем травянистым запахом. Дополнительно лаванда окружена огромной дозой гидеона – около 10% от всей формулы. Гидеон – молекула, известная своим прозрачным жасминовым ароматом. Он действует как диффузор, помогая лаванде расцвести, сглаживая ее шероховатости и придавая ей воздушность. Благодаря этому лаванда сохранила фирменный стиль фужерного парфюма, но представила его в новом свете. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Во-вторых, радикальное увеличение цветочных средних нот. В традиционном варианте цветочные ноты представлены скупо, немного герани для придания сложности и перехода верхних нот в нижние. В Libre Intense упомянутому выше жасминовому гидеону флорол помогает сформировать абстрактный цветочный аккорд. Что касается официально заявленного апельсинового цвета, то под ним обычно скрывается аурантиол. Основание шифа образованное из соединения метилантранилата и гидроксицитранилаля. Именно здесь проявляется умение парфюмеров согласовать, казалось бы, конфликтующие терпкость лаванды и сладость апельсина. Хитрость в том, что главные компоненты лаванды – линолеол и этиллинолеол – также содержатся и в апельсине, но в меньших количествах. Кроме того, гидеон и флорол, смягчая лаванду, заодно усиливают выраженность апельсинового аккорда. В-третьих, существенное отличие от классического фужера есть и в базовых нотах. Традиционная основа из землистого дубового мха и кумарина практически полностью исчезла. Дубовый мох, роль которого в наше время играет эвернил, он же вермоз, обладает влажным мшистым характером, который противоположен теплой чувственности Libre Intense. Поэтому мастера-парфюмеры заменили мох на гурманскую сладость, которая сформирована сочетанием ванилина и этилванилина. Вместе они создают интенсивно-сливочный, сладкий и ванильный аккорд. Разумеется, стойкость и стабильность формулы обеспечивается современными рабочими лошадками Изо-Е Супер и молекулами семейства амброксана. Важнее здесь обратить внимание на то, что использованные мускусы, это могут быть этиленпросилат, или амбертолит, или гильветолит, или все сразу, не только создают бархатистую основу, но и своей фруктовостью дополнительно объединяют аккорды аромата. При описании впечатлений Libre Intense помогает аналогия с вечерним платьем от Couture. Обволакивающие мускусы и древесные ноты – это плотная шелковая ткань, придающая форму и солидность. Яркий аромат цветка апельсина и сливочная ваниль – это замысловатая золотая вышивка, а лаванда
Это традиционные драгоценные украшения. Отсылка к классическому наследию теперь представленная в смелом современном стиле. А в следующем видео мы обсудим Mancera Red Tobacco.